Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. У нас сейчас вот уже плоды созревают. Мы уже с 3 июня первые плодики, нижнюю грозочку уже практически собрали в некоторых помидоров. Ну а здесь у нас только начинают созревать. Но тема сегодня очень важная и оказалась очень актуальной, потому что в нашей почте все чаще и чаще приходят вопросы, почему жируют томаты и что делать с этим. Ну вот я приведу пример, когда у нас жировали томаты, а жировали они у нас тогда, когда мы купили корову, и это был 1991 год, и я натворила таких делов. Ну как же, удобрений тогда в свободной продаже разных не было, да и знаний не было, информации не было. Информация была доступна только агрономам. Ну и что тогда произошло? Мы корову купили, давай болтать вот эти различные бродилки с навозом. И, естественно, поливали. Поливали довольно-таки часто, раз в 10 дней. И у нас формировалось большое количество листьев. Вот практически, вот смотрите, одни листья были. Вот сейчас у нас нету такой, но листья очень жирные были, стебли, побеги, много листьев. И все. И кое-где формировались цветочки. К осени мы получили несколько томатиков на одной завязи. Было там, и они были кислющие. В общем, я даже потеряла было желание выращивать томаты, но зато стала учиться. Опыт — это такое дело, что нельзя для выращивания томатов использовать навоз. Нельзя использовать куриный помет. У нас там, кстати, и куры были, хозяйство было большое. И вот я снова же просят, чтобы я показывала и рассказывала. Вот первая причина, вот это использование удобрений. И сейчас начинающие огородники, увидев в деревне есть коровы и навоз, и вот это все бодяжат, соединяют, разводят и поливают все растения подряд, не разбираясь, кому чего надо. И получается, что навоз, куриный помет, разные бродилки, минеральные азотные удобрения, а это аммиачная селитра, сейчас это все в доступной форме, и все вот эти удобрения используют друг за дружкой в надежде, что вот скоро все получится и скоро вырастут помидоры. Не вырастут помидоры. Растения будут, зеленой массы будет много, плодов, к сожалению, не будет. Ну что еще? Кроме того, что вот эти удобрения мы тоже часто поливали. Мы не знали еще о том, что есть такая беда, частые поливы. И поливы в гнилые дни, это тоже приводит к тому, что закупорка корней идет, растение болеет. Но в данном случае у нас была такая ситуация, что просто-напросто они росли, листья нарастали, и результата никакого не было. А вот в теплице это у нас был такой случай, когда мы очень часто поливали, не использовали в своем опыте еще мульчирование. Получалось, полили, влажность воздуха высокая, даже вечером полили, на другое утро там уже вода стекала по стенкам, и, естественно, высокая влажность воздуха, там и уже заболевания, и все подряд шло. Но частые поливы вот, и высокая влажность воздуха приводят к тому, что растения, конечно, жируют, томаты жируют. И густота посадки. Мы этим тоже страдали. И с помощью густоты посадки мы свои растения тоже портили. По два садили, густо рядышком ряды были 50 сантиметров друг от дружки. Вот сейчас у нас вот в теплице, просто сразу же пример, да, приводим, что в теплице между рядами у нас получается метр 10. Далее у нас между растениями 50 сантиметров. Видите, у нас получается вилочка, вот одно растение, и дальше вот через 50, тут даже вот это единственное, где даже больше 50 сантиметров. Так уже получилось у нас. А обычно 50 сантиметров между растениями. Воздух здесь проходит свободно. Должен быть обязательно такой поток воздуха. Обязательно должно по ногам протяжка, должен ноги, помидоры любят, чтобы по ногам у них воздух шел, чтобы было вот этот сквознячок такой своеобразный. Вообще не любят они, когда много влаги, и тогда и жирование, и болезни начинаются. Это вот такие причины, которые приводят к жированию. Так что
Свой опыт я вам рассказала. Подумайте, что из этого у вас случилось. Ну, а теперь как, что сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Ну вот я снова же вот этот список зелененьким уже написала. Надеюсь, вы увидите и поймете, что делать. В первую очередь прекращайте поливы эти частые. Раз в неделю, у нас раз в неделю, даже пусть трескают помидоры, но ничего страшного, зато у вас будут помидор много. И будут вкусные помидоры. Внекорневая подкормка. Прекращаем полив раз в неделю, на неделю прекращаем. И тут же, сразу же, когда прекратили поливы, проводите внекорневую подкормку калием. Пишу внекорневая. Под корень поливать уже нельзя, уже дальше некуда, уже залили так, что там земля уже забита. Корни уже могут не работать, особенно если вы поливаете в дни, когда эти гнилые дни, когда нельзя поливать. Там вообще проблема. Поэтому если почва открыта, нету мульчи, спушите землю и проведите внекорневую подкормку калием поздно вечером. Есть калийные удобрения, очень много разных. Изучите инструкцию, то, что по листьям можно опрыскивать. Точно по инструкции разведите и проведите. Следующий момент. Бор отвечает за плодообразование. Ему, растению, тоже нужно вот этот элемент питания. Поэтому, если нет чистого бора, тогда используйте борную кислоту. Пол кофейной ложечки. Кофейная ложечка советская была такая маленькая. Я просто не знаю, сколько там грамм вообще вес, никак не могу взвесить, не получается. Но вот я имею эту ложечку, кофейная маленькая ложечка, половинку, не больше, не увлекайтесь, думайте, если заболело растение и можно целую ложку или вообще чайную ложку поставить, ни в коем случае. Дайте ровно столько, сколько растение сможет принять, переработать и получить эффект. Поэтому, если есть, кстати, еще зависть можете использовать. Но снова же, есть такие в пакетиках препараты, зависть, бетаксон есть. Но эти препараты все по инструкции. Не увеличивайте. Сейчас еще и жара наступает. И увеличение вот дозы вот этих препаратов и элементов питания приводит к тому, что растения горят и листья горят. Итак, еще один важный момент – это обрезка листьев, нижних листьев. Я даже без этого момента всегда нижние листья на уровне томатов, особенно в начале, обрезаю. Но если у вас низкорослые томаты, тогда нужно обязательно провести обрезку для того, чтобы спасти ваши томаты от жирования и получить урожай. Ведь вы высаживали не для листьев, а для того, чтобы получить вкусные плоды. И пишу, пятым – это редкие поливы плюс удобрения без азота. Пусть это будут комплексные, пусть там будут калий, магний, еще какие-то элементы питания, но там не должно быть уже азота. Тем более мы уже идем к периоду, когда уже растения все вяжут плоды, им уже азот не нужен. Исключите вот эти удобрения уже при подкормках, если хотите, чтобы ваши томаты все-таки образовали плоды. И сейчас я вам покажу, я обрезаю вот нижние листья. Вот смотрите, здесь я оставляю часть листьев, именно здесь у входа и южная сторона. И я не обрезаю эти листья для того, чтобы не пеклись, не варились томаты. А далее вот мы посмотрим вот сюда. Давайте вот с этой стороны видно хорошо. Вот, здесь смотрите, здесь очень много листьев. Они, конечно, нужны, но вот там вот снизу можно будет обрезать. Здесь мы оставляем, здесь. А вот, кстати, вот если вот такие тоже образования идут от кисточки, тоже срезаем, чтобы они не брали питательные вещества. Ну вот, насколько видно, я сейчас попробую здесь от стеночки отрезать листики, чтобы было здесь. Вот здесь еще и пасынок. Сегодня у нас день зеленых операций, водолей. Вот смотрите, обрезали, но не все обрезали, обрезали только часть. И вот достаточно этого оставили. Воздух поступает, этот сквознячок по ногам всегда идет. И здесь замульчировано. Ищите способ замульчировать, закрыть корни для того, чтобы сохранять влагу и не поливать каждый день. Иначе это повлечет к неприятным событиям в жизни томатов ваших. Вот так вот разверну. Вот. Можно еще и
Еще один листик, вот этот обрезать. Вот, ничего страшного с этим не будет. Сейчас как раз будет наливаться, уже начинают поспевать наши томатики. Сейчас уже подкормка идет. Мы тоже готовим сегодня на завтра уже. На завтра у нас будет подкормка. Просто сегодня у нас будет обработка против вредителей. А завтра мы будем уже подкормкой калий, магний. Вот эти томаты, которые розовые, они быстрее будут поспевать и будут сладкими и рассыпчатыми. Это важный элемент питания, который нужен для того, чтобы получались вкусные, сладкие, ароматные томаты. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваш вопрос. На вопрос о том, почему жируют томаты и что нужно сделать, чтобы они не жировали. Как можно этот процесс? Сейчас еще это можно сделать. Еще не поздно. Вы можете спасти свои томаты, и ваши помидоры дадут хороший урожай плодов. Конечно, не тот, который в начале, но зато вы получили опыт, и теперь будете знать, что нельзя увлекаться для выращивания томатов вот этими удобрениями, которые называются органические, различные зеленые удобрения. И этого томаты они любят, но они не дадут нам нужного урожая. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.